Everything we see here is controlled by Azerbaijan right now. And as I said, this is the last real front line of the war, because this is a point that Russian peacekeepers have not secured yet. Здесь все-таки здесь взорвались бомбы, здесь может в окрестности не общий очищенным. Все-таки опасность есть. Впереди еду я, по моим же стопам едете вы, по моей же дороге. So right now we're headed up in the mountains near Martuni, where the positions are of the local militia force, or volunteer soldier force, and we're guided by the second in command of the militia, and he's told us where he steps we step, because there's a lot of mines. Что это? Это все от снарядов, от минометов, вот так вот. Это перелеты. Вот они на этот пост стреляли. Вот в этом части и вот на левой стороне там шли жесткие бои. Основные бои там шли. Из-за эту высоту. Вот как во время войны они вот этот пост взяли. Вот видите, мы там пойдем. Они взяли этот пост. И нашего обратно взяли это. Если они начнут стрелять, переводи, чтобы они все отошли на этом месте. Там им видно не будет. Там будет опасно, чтобы бежали. Да. Это на всякий случай. Там нет, там да, да? Да, они там будут видать. Вот здесь мы будем не видны. И нету мины там, да? Нет. So even though the war's over, we can see that it's really a sensitive situation here. Look left, look left. Ofițerii nasa rubon. Zangele mesa galisente. Tosa giras negeline. So we've almost made it to the top here, to the militia positions, and we're gonna see what it's like. Это высота, видишь? Вот это больше. Вот там, да? Это они. Там они. Ага, и сколько метров это? Ну, ближе, бать. Да, ближе. да. Тоже метраж. 500, да? Ну, да. Да, ага. So, as we hear, right now we're somewhere around 500 meters from Azerbaijan positions, and we can just see over this ledge. Everything we see here is controlled by Azerbaijan right now. And as I said, this is the last real front line of the war, because this is a point that Russian peacekeepers have not secured yet. And we can just see the distance here, and that there's no block of Russian peacekeepers in the middle, and no checkpoints as we came up. So this is the real last front line of the Armenian-Azerbaijan war in Artsakh. Что там? Рука человека. Азербайджанского солдата. Это труп? Рука, трупы, Красный Крест. Они приехали. Это куски. Это просто рука. Здесь повсюду здесь было так. Это опасно. Эта граната в любой момент может взорваться. Ага. Вот азербайджанский, вот это автомат. Пока. Это азербайджанский солдат, автомат. Это обычно носят их командиры. Вот посмотрите, пуля, которую не мог стрелять.
Вот посмотрите, Куля, который здесь застрял. Вот там находится второй полк оборонительный наш, Мартунийского района. Но сейчас он находится у азербайджанских солдат. Вот отсюда видно там деревья, и там видно крыша. Там находился этот полк. Я там срочником служил 2 года. Теперь он находится. Где это именно? Вот видишь, там деревья, и после деревьев... Чуть покажи. А, вот. Это Азербайджан. Направо, и вот полк находится. Здесь ПВО раньше был у нас. Вверх, вот здесь немного по высоте, там части находится. Вот в этой части там ПВО был полк, а вот здесь вот видны крыши. Это казармы, штаб нашего полка, который раньше... Сейчас Сейчас солдат? азербайджанские солдаты там. Это position Азербайджан? Да, они завоевали. Это наш армянский танк, Ага. который был бит азербайджанским камикадзе, беспилотником. Это был единственный, этот танк, это экипаж, героический экипаж. Я лично ребят не знаю, но знаю их героические дела. Этот танк вот в этом Мартунийском районе, он очень много помог. Из первых дней, с 3 ноября, он и был в бою в 4 ноября. Ну, так, когда вот здесь в окопах, там были только армянские несколько труп солдат. Вот, здесь Азери уже, здесь полностью было, их было человек 500. Вот и тогда танк забрался, они вот все отсюда стали бежать. Вот в этих, здесь все лежали трупы, и в этих краях, и в этих. Был труп? Здесь был труп азербайджанских солдат. И были трупы наших солдат. Но у нас был, тем не менее, удобный позиция, чтобы забрать наши трупы здесь, в Мартунийском, в окрестности. Мы здесь трупы не оставляли. Понимаете? Ну, они оставляли день через 3 или 4 был назад. Они приехали с русскими миротворцами, Красный Крест. Был представители азербайджанского народа, там были военнослужащие их, и армянские. Они вместе вот с Красным Крестом, их все тела забрали. И сейчас по местности только быть такой труп, который никто не видел. Человек раненый, который где-то спрятался и умер. Его невозможно найти. Ну, по тем не менее, все трупы здесь очищены. Они все взяли все. Здесь все чисто. Но здесь уже работают саперы. Много работают саперы, потому что здесь много следов от мин, от бомб. И в некоторых мерах для людей есть многие места, которые там небезопасно. Есть стреляет здесь сейчас время или без стреляет? По-русски. Есть стреляет в последний момент после пирамиды стреляет? Стреляют очень редко. Ну, в основном бывает стрельба по воздуху. Они в воздух стреляют. Ну, в Мартунийском районе, вот в этом гору, Гуручухе, там еще одна высота есть. Там было диверсионные действия, как они хотели к нам приближаться. Но они все были с армянской стороны. Все применялось как грамотно, они стреляли. Нам даже находились трупы их, диверсионных групп. Некоторых групп мог с собой вытащить в свои окопы, и после этого в этом направлении ничего не было. И я знаю, что в Красном Базарском в районе, в Красный Базар, Кармишука, Красный Базарский район, когда русские войска, миротворцы там были, но они не поменяли наши поста. Понимаешь, их не было, вот их в середине, они еще не подоспели. Вот тогда и там конкретная группа работала, диверсионная. Они хотели пойти и в Красный Базар. Там они, как говорится, там только диверсионные группы работали, но они хотели перехватить эти наши высота, которые находятся там. Азербайджанские солдаты. Ну, слава богу, наши солдаты сопротивлялись. Они стреляли, они отступали. Но после этого там ничего не было слышно. Ни о каких конкретных действиях. По моему
перемирие, мир соблюдают здесь. У каждого, у нашего солдата, у каждого есть приказ не стрелять. Вот мы сейчас находимся под прицелом азербайджанского солдата, они не стреляют. И бывает у них люди там, и журналисты, и их свои приходят нам солдаты, мы не стреляем. Но если кто-то захочет к нам приближаться, у нас есть приказ стрелять. Вас верят как друг друга Азер или нет? Доверять азербайджанским? Не, верят. Видят Да. нас. Да. Сейчас снайпер, мы под прицелом снайпера азербайджанского солдата. Они будут стрелять? Не будут стрелять они. Да, нет такого приказа. Если они будут стрелять, почему я должен вас привести сюда, и мы здесь стояли? Я бы никогда не дал, чтобы вы попали под азербайджанский прицел снайпера. Я бы это обеспечил. Но сейчас мирно, это сейчас, знаете, должны люди видеть это все. И именно где Азер сейчас? Территории? Видишь эти окопы, которые вот идут на эту гору? Ага. Вот там тоже азербайджанские солдаты. Вот на этой высоте армянские солдаты там. А вот вот против высоты там уже азербайджанские солдаты. Они спустились вниз, но когда было перемирие, их там неудобно. Они немного потянулись назад, и там уже, я говорю, что они попытались пойти там и эту высоту взять. И они пошли назад, им не удалось. И они пошли вот там на другой высоте. Для них это очень удобная позиция, они не могли там оставаться. И вы сказали, было много труп там с принцип БРУ, да? Красный Красс. Почему сейчас военных много? Здесь много останки трупов. Здесь много останки, и здесь похоронен человек, солдат, азербайджанского солдата, который был на куске, да. Труп там? Труп, здесь труп. И хотите, я могу вам остальные останки, которые остались, показать от того, что случилось, и азербайджанских солдат. Там оторванная рука, все, что вот еще... они все, что смогли, собрались, а потом эти, знаешь, их похоронили, потом это нашли, знаешь, а уже все, там Красный Крест пришли, там это все оставили. Что и для них нужно было, они взяли для ДНК, они, может, руку оставили, но труп целостью без руки, там не с целостью без руки. Здесь много мест есть, в которые даже не можешь войти от запаха. Запах крови, запах это, когда тело гнется, это страшно. Это не, говорится, месяцами остается этот запах. И что вы думали будет дальше? Мы все думали, дальше нас всех ждет. Ну, по крайней мере, мы не сдавались, но мы знали, что у нас мало, и мы должны здесь умирать. Это смерть. Мы ждали смерти. За война или просто... Когда была война, когда уже они взяли Шушу, когда они много завоевали, когда уже наши войска остались очень мало, и много людей, которые бежали, не хотели сражаться. Тогда у всех, знаешь, не то, что без надежды, но люди говорили, я иду здесь, и он знал, что здесь умрет. Может, повезет, друг умрет, но мы все были подписаны на то, чтобы мы умрем на смерть за Родину. Вот так было здесь. Но мы всегда надеялись, что русские войска придут из первых уже дней войны. Мы все, как надеялись, нам такое говорили, что скоро, это слова воинск, солдаты, знаешь, людей, не то, что это люди говорили сверху. Не простые люди, как мы, они всегда говорили, вот русские на помощь придут, вот это будет, вот воздух будут закрывать. Для нас самая большая проблема то, что и без связи трудно было бы обойти, но с воздухом у нас была проблема. Если не было воздуха, такого здесь по-другому все было. Понимаете, у нас удобные позиции, которые пехота не могут никак не завоевать, Шуши. Но когда, ты понимаешь, мы беспомощны были, на нас стреляли бомбами, редко пришлось с пехотой сражаться. И когда мы сражались с пехотой, вот все здесь пацаны, все, которые сражались, они знали, что против пехоты они побеждают. Но против этих ракет, самолетов, беспилотников
нам не было ничего делать. И вот видишь, пацаны вот здесь все стоят до конца, вот бомбу там накинули, 5-6 у них нет, вот 3 остались, знаешь, и они уже, понимаешь, у них один, что было в строю, у других морально нет уже сил. Понимаешь, все это они видели, не могут они больше сражаться. И как вы думал за это, как они, Россия, Армения, Азербайджан сделали документ за Тишина война? Как вы думал за это? Мы, по правде говоря, для нас обидно это, когда наши, есть земли наши, есть их, которые мы завоевали, я это не скрываю. Могли бы мирно людей объяснить. Вот эти районы их, а наши вот здесь. И нас так мало людей, понимаешь? Просто у нас воинский принцип. Если мой брат погиб за эту землю, я должен погибнуть здесь. Я не могу считать, что это подпись, который подписали наши земли. Я считаю, это... Для меня это... Я не принимаю это факт, понимаешь? Я не могу принимать этот факт. Я не говорю, что он сделал это неправильно. Там все-таки уже был конец истории нашего народа. Нам нужно было, чтобы спасти народ. Нам не нужно было, нужно было спасти народ. Не то, что мы искали жизнь, мы искали свободу для наших. И вы сказал Красный Крест и миротворец. Миротворец. Как я понимаю, это район нету миротворец контролировать до линии фронта, да? Пока нет. Ага. С Кельбайджара нам говорили, что с этих районов они к нам войска не подают. Здесь есть миротворцы, но войска нету здесь, чтобы они вот их позиции, они должны выбрать свои позиции. Там есть документально, я это не могу вам объяснить, я не знаю, где они должны стоять, но все переговоры, это все действия... будет потом, да? Будет потом. Здесь будут все... И, знаете как, азербайджанский солдат, русский солдат будет стоять в середине. Чтобы не мы стреляли, не их стреляли. Ни их солдаты, ни наши солдаты. И это правда сказал, как здесь, Мартуни тут, это как постоянный реально передовой контакт вас и Азер, да? У нас никогда не бывает контакты с азербайджанским, если у нас есть про трупов или какие-то действия. Всегда находится русский миротворец средний. Мы без русских... Будет. Потом будет, вы сказали, да? Да, потом здесь и будут. Ну, нам так говорили. Я это не подтвержденную информацию говорю, потому что от русских не можешь ты знать, что они делают. И руководство, знаете, по правде говоря, на этой войне было много чего, секретов, которые не могли они так, как положено сделать. Ну, сейчас все засекречено, они все сделают, я поэтому даже в позициях мы не знаем. Но наши солдаты всегда знают, что должен здесь русский приходить, миротворцы, так будет. Но какие они выберут для себя позиции, я это не знаю. Это их. Да, и от них не можно знать это. И даже будет глупо мне задавать вопрос. Они очень засекречены, и они, знаете, как русские солдаты, и они с нами хорошо, и с азербайджанскими солдатами. Как, не знаю, что будет дальше, но, по крайней мере, все они здесь гости пришли, и, знаете, как у нас, как гости принес, так принимаем. Они хорошо, мы тоже хорошо к ним относимся. А что будет дальше, я это не знаю. Не от меня это зависит. Ага. Понял. И можно представиться себя? Президент, спасибо. Не, можно представиться себя. Спасибо, говорит. Не спасибо. Ваше имя кто вы? Я Рубен Абрамян. Я родился здесь, в городе Мартуни. Мне 24 года. Я всю жизнь здесь жил и буду жить. Как и все остальные, я и здесь солдатом служил, и до сих пор, и до конца своей жизни я солдат своего народа. И наша цель лично для меня, я все сделаю для мира.
не только для мира, чтобы был мир. Я хочу снова видеть детей здесь играющие, смеющие. Мне нужен шум той, который люди здесь были. Здесь стало очень пусто. Знаете, война не хорошая вещь. Но она стала родным как-то для нас уже. Это плохо. Ну, еще мне вот вы говорите там миротворцы или все. Мне лично интересно, а все люди, где они были, когда здесь столько людей гибло? Где вы все были? Где права человека? Человек не хочет воевать, человек не хочет умирать. Я сам ему не говорю, пойти в окоп. Этот человек хочет жить, но его убивают. Его там снарядами мачат. Все. Почему? Если не нужна была война, все было бы все у вас в руках. Можно бы все людям объяснить. Если хочешь войну, столько будет. Мы не можем сражаться. Мы всегда можем сражаться. Не то что. Но не надо война. Она... Вот это их земли. А давайте их, пусть люди придут, здесь живут. Понимаете? Но это так просто для меня говорится, знаете, потому что это история давнейшая. Понимаете? И я не могу их простить. У меня там был геноцид армянского народа, если вы все помните, мы ничего не забываем. Про Сумгаит. Я много страдающих людей всю свою жизнь видел, инвалидов, людей, которые страдали от их рук. Понимаете, все это нехорошему приведет. Это вражда. Но она будет продолжаться веками. И, не знаю, я бы хотел, чтобы весь мир очнулся и смотрел, и чтобы не только в Нагорном Карабахе, пусть будет последняя война здесь, пусть больше людей не будут гибнуть от войны. Остановите эту войну, люди. Никогда вы не поймете солдата, если не будете жить его жизнью. Ни один президент, я знаю лично, что наш президент Нагорного Карабаха, он был в бою. Понимаете, он был в окопах с солдатом. Но я не видел ни одного азербайджанского или наших армянских. Ну, бывало много, чтобы они стояли с солдатами и понимали, что чувствует солдат. Когда приходит смерть близко, что ты думаешь, о чем ты думаешь, нужна ли им война? И поэтому этот вопрос должен решаться солдатами. Если я сейчас пойду и с азерскими солдатами мы садим и будем этот вопрос решать, понимаете, это будет очень красиво, чем они этот вопрос будут решать. И все азербайджанские солдаты, я был у меня дома, а вас присылали. Для них это человеческая жизнь, это, знаешь, один погиб, два, это число для них, ничего не стоит. Понимаете? Их так обманывают, отправляют. Вот так война. Люди здесь погибают. За то, что у других есть интересы. Большая мафия. Как и в криминальных, так и будет государственным. Никто не думает о людей. Я редких людей знаю. И я горд, что я живу в Нагорном Карабахе. Что у меня такое правительство в Нагорном Карабахе. И много есть и плохих, и хороших. Но лично я сам видел... Да, стариков, были и дети, которые взяли оружие, и да, нашего президента, который взял оружие, и все, как один человек, все стояли здесь за одно, за дом, за семью, за родину. Но у всех такая мысль, что это продажная война. Знаешь, это все об этом говорят, здесь так, это... Земли давно продавали, это все давно было. Не могли людей говорить. Ну, по факту, мне что сказать. Все так говорят, так говорят. Я не знаю, я не был в этих документах, когда они все подписали. Я не знаю все черты этого, что там написано. Все детально я не знаю, я не могу ничего говорить. Я могу как солдат и... Что хочет солдат, об этом говорить. Солдат не хочет воевать. Солдат будет воевать, когда вы хотите с ним воевать. Зачем нужно оружие? Зачем все это нужно? Давайте жить мирно, каждый в своем доме. Идите с своими семьями, радостно живите. Война никому не нужна. Вот азербайджанские солдаты. Это Азер position. И там в окопах. Но раньше их было там. Знаешь, когда закончилось, они стратегически не могут там защищаться.
могут отсюда прийти атаковать. Но в окопах для них не будет удобно. И они заняли эту высоту. Эта высота была раньше наша. And we're here on the last front line that isn't controlled by the Russian peacekeepers. Just 300 meters that way is Azerbaijan positions, just in the ledges we can see here. And we're told by the commander here that they're not going to fire on us. He says we're in the sights of the snipers, the Azerbaijan snipers right now, but because of the agreements that was signed between Russia, Armenia, and Azerbaijan, and more importantly, the agreements they have here between the local forces, that we're not going to be fired on right now. But I'm going to continue to do my best to push and bring you all of the information here on the ground as I can. So please remember, like this video right now, hit that like button, subscribe to my channel if you're new, and share this video across all social media. And also, very important, remember that independent media is the way to go, where people like me can show you what they see unedited, like you just saw that interview with the second in charge of the militia here in Martuni. Unedited, only the truth. I don't have a boss that's telling me what I can show you to fit what sort of narrative. I show you the truth of what I find as I see it. So remember, please support my work. I'm totally crowdfunded, and my work is funded by viewers like you. So please support my work. There's a link on the screen and in the description below. So if you're not able to donate, share the link across social media. That helps a great deal as well. So let's show the world what is really happening here and what has happened to these people. So we're off to the next important topic to cover, and we're going to continue. Thanks. And as we can see, there's not many people still manning these positions here, overlooking Martuni. They're basically just waiting on the Russian peacekeepers to come and secure the area. Как обстановка? Обстановка мирно, мирно, хорошая обстановка. So, он как командир это пост, и вы как... как? Я доброволец, я один из тоже из них солдат. Когда надо будет, они знают, мы всегда будем их, если нужно будет, их под командованием. Мы мирные граждане, солдаты, которые, когда начинается война, мы придем к ним и будем их солдатами. So, вас как милиция, да? Не как мы как добровольцы, бывшие военные, которые нужны стране, когда война начинается. Мы все собираемся из старой группы. Вот в разных частях все разные люди служили в Нагорном Карабахе, в разных частях, и в Ехнигне, и в Мадагасе, и в Мартуне. Наша группа это добровольцы. Я говорил, там были бывшие спецназовцы, бывшие разведчики, все, которые знают свои дела. У нас отдельная группа. So, вас, если я понимаю правильно, вас как резерв милиция, как это, не армия, они как... Они армия. Они армия. Армия Нагорного Карабаха. Нагорный Карабах, Он служил в Адрюте. Сейчас Адрют находится у них. Они все солдаты с Адрюйского района. И так они и бои давали, и по приказам отступлений, когда сил не хватало. Вот сколько они и в Физюле прошли, они были в многих горячих точках, и в Шуши он был, командир со своей взводой, и в последнюю точку они здесь, все, уже в Мартуне, на этой высоте. И вас, когда война был активный, когда вас был здесь или где? Когда война начиналась, наши позиции здесь, вот как здесь даже не видно те горы, которые наши были, наши позиции. Мы настолько вас группа был там? Были мы. Второй был там, в Камар был высота, командирский пункт. И в разных районах в Мартуниске. Мы можем и в помощь в это командиру прийти, если ему нужно, и в других. На разных местах побывали. И мне даже были места, в которых я не побывал, но побывали ребята из группы, и там
И там шли вот в Мачкалашен, там у нас Красный базар, жаркие вот бои, вот конкретно про Мартунийский район, которые шли. И в остальную часть вот в этом районе шли вот бои, которые активные были. Ага, понял. Хорошо. Вот ты где можешь находиться в этом посту, и у тебя должен был приказ, вот там ты должен помощь, быстрое отреагирование, чтобы пойти на помощь пацана. Вот видишь все эти горы, вот всех этих горах, все здесь были посты, солдаты, и ты должен знать, где по приказу, где нужен помощь, и там находиться. Захватили бы город, вот на этих горах были все наши высота. И мы отсюда город под прицелом. Какое это? Что это? Ну, это здесь вот его поверхности я видел, это смерч. Это смерч? Вот они отрезали. Ну вот такой большой. У нас там осталось, есть снаряды, которые остались. Вот это я точно не знаю. Но вот они очень похожи на эти, которые у нас там, они застряли, вот так застряли такие снаряды. Они выше ростом меня. Ага. Это опасно? Не знаю, вот. Все-таки это снаряд. Ну, это взорвавший снаряд. Это не опасно, но у нас так. Вот у нас такие правила. Не дать людям... Зачем не это коснуться. на небо сейчас? Оттуда вытащили. Я же говорю, там снаряды, вот там был целостью. Они, видимо, что-то взяли от него и это вот оставили. Вот все эти поляна. Здесь не важно, вот смотри, вот это с залпами, они все это били. Здесь возможно было даже голову поднять, были моменты. Даже видимости не было, все было в дыму.